Юджи был бедным ребенком, над которым издевался его отец в раннем возрасте из-за отсутствия таланта. Он жил в тени своей гениальной сестры, которая сделала Юджи был бедным ребенком, над которым издевался его отец в раннем возрасте из-за отсутствия таланта. Он жил в тени своей гениальной сестры, которая сделала свою семью богатой благодаря своим талантам. Но когда в их доме случилась трагедия, Юдзи стал сиротой, которого обучали злые люди, чтобы он стал самым хладнокровным элитным солдатом в мире. Однако его путешествие было одним из самых холодных, свидетелем которых кому-либо когда-либо приходилось быть. Его родители всегда пренебрегали им, потому что у него никогда не было такого таланта, как у его сестры Кадзуки. В юном возрасте ее эскизы приводили в восторг ее отца, а ее талант преуспевал в творчестве известных художников, позволяя ей побеждать на многочисленных художественных конкурсах и продавать свои работы за миллионы долларов. Юджи рос, избегая своей младшей сестры, потому что все смеялись над ним, когда он был с ней. Кадзуки хотела заполнить пустоту, которую чувствовал ее брат, поэтому она стала единственным человеком, который играл с ним и даже учил его бросать мячи. Они проводили время вместе, и его сестра поддерживала его во всем, поощряя его стремиться к своей мечте, потому что у него был экстраординарный потенциал. Она была единственной вещью, которая когда-либо приносила ему радость и вдохновляла его стать таким же, как она. Даже те плохие рисунки, которые он создавал, она ценила как сокровище, чтобы укрепить его уверенность в себе. Однако их отец продолжал издеваться над работами Юджи до такой степени, что Юджи от смущения уничтожил свою собственную работу. В один из случайных дней Юджи встретил в своем доме незнакомого мужчину, который спросил его, не хочет ли он кусочек шоколада из интересной коробки. Его отец назвал Юджи позором, но таинственный мужчина хитро улыбнулся. С годами Кадзуки начал скрывать свой талант и даже отменил занятия искусством в Париже. Вместо этого она проводила время за чтением манги вместе со своим братом, говоря, что он должен заниматься этим, чтобы завести друзей, а не быть одиноким всю свою жизнь. Она не хочет, чтобы Юджи стал таким же человеком, как их отец, и советует ему начать работать над тем, чтобы завести новых друзей. В то же время ее редкие картины стали единственным источником дохода их семьи. Но их отношение к Юджи становилось все хуже и хуже. Его семья каждый вечер ходила куда-нибудь поесть, но оставляла ему только холодный черствый хлеб. Единственный способ съесть сухой хлеб – это размочить его в воде. Увидев это, Кадзуки закричал на него, чтобы он съел любую еду из холодильника, но Юдзи сказал ей, что его родители рассердятся на него, если он это сделает. Печаль Кадзуки растет, он извиняется за то, что не знал, как плохо обращались с Юджи, и кричит на ее родителей за плохое обращение с ним. Даже после этого ничего не улучшилось. Его отец продолжал открыто демонстрировать свою ненависть, а мама начала открыто пренебрегать им, чтобы избежать отцовского гнева. Однажды Юдзи поздно пришел домой и сказал своей сестре, что играет с другом. Кадзуки задается вопросом, девочка ли она, и он говорит ей, что так оно и было, но беспокоится, что она будет запугивать его нового друга. Она говорит ему, что пытается определить, подходят ли ему его друзья, и злится на него за то, что он постоянно заводит дружбу с девушками. Ревность Кадзуки растет, и она кричит на него, что ему нужно получить ее разрешение дружить с девушками. Юдзи соглашается, и она держит его за руку, говоря ему, что однажды найдет для него подходящую девушку. Позже в тот же день Кадзуки спросил его, не хотел бы он принять ванну вместе с ней, как обычные брат и сестра. В тот день Кадзуки поцеловала его, сказав, что это и есть настоящая любовь, которую она разделяет с ним. В конце концов, она поступила в обычную среднюю школу и присоединилась к баскетбольной команде, чтобы скрыть свои невероятные таланты. Ее друзья стали ее пешками, когда она манипулировала ими, но ее влияние распространялось и на то, как она манипулировала своими родителями, и это пугало Юджи больше всего на свете. Но Юджи зависел от своей сестры, и ему хотелось, чтобы он мог продолжать жить так вечно, вплоть до того дня, когда произошла трагедия. Автобус упал во враг, и девочка с рыжими волосами была единственной выжившей. Отец Юджи впал в депрессию и пристрастился к бутылке. Его гнев начал расти, и его мать начала прятать его всякий раз, когда отец возвращался домой. Единственное, что Юджи помнил, это то, как его отец кричал на маму, а она просто принимала это и говорила: «Мне очень жаль». Он стал худшим отцом, какого только можно себе представить. Так что Юджи и его мать сбежали в новый дом, где она наконец-то стала относиться к нему как к нормальному сыну. Он получал удовольствие от ее ручной готовки и чувствовал себя так, словно живет на небесах, даже если бы они были на мели. Пока они были вдали от своего отца, они находили счастье вместе вот так. Но их мир не продлился бы долго. И вот год спустя отец Юдзи наконец-то нашел их снова. Он говорит маме Юдзи, что она снесет ему еще одно золотое яйцо, и Юдзи пытается уговорить своего отца остановиться. Ему невыносимо видеть свою мать в таком состоянии. Но отец толкнул его в холодильник. Когда это произошло, Юджи пристально посмотрел на своего отца и был полон решимости покончить с ним. Он вспомнил, как его сестра спросила его, какой рукой он хотел бы убить человека. Он утешает свою маму, а она спрашивает его, как далеко им следует забежать на этот раз. Она говорит ему, чтобы он бежал первым и что она присоединится к нему позже, отдав ему все свои сбережения за всю жизнь. Она говорит ему, чтобы он бежал на железнодорожную станцию и желает ему удачи в том, чтобы сделать это самостоятельно. Не раздумывая ни секунды, Юдзи повинуется своей маме и бежит на железнодорожную станцию, но проходит несколько часов, и он начинает слышать сирены скорой помощи. Когда Юдзи возвращается к себе домой, он обнаруживает, что его отец был ранен, и входит в свой дом. Только чтобы обнаружить, что он никогда не будет после того дня, он
снова смог поговорить со своей матерью. Его сознание померкло, и позже он очнулся в больнице, где от его матери осталась только записка. Она попросила у него прощения, задаваясь вопросом, в чем она ошиблась, и желая, чтобы он мог продолжать жить дальше. Поскольку ему некуда было идти как сироте, таинственный человек Рэй стал его опекуном и начал наряжать его как свою младшую сестру. Но Юджи пытался игнорировать своего назойливого опекуна, так как теперь у него были стены, где он мог есть и спать. Ночи проходили незаметно. Но в одну из них пришел телохранитель Рэй и был готов приставать к Юджи, но встретил свою гибель от рук Юджи. Рэй вошел в комнату, удивленный тем, что Юджи смог довести дело до конца, и поздравил его с тем, что он защитил себя так, как должен был. Юджи спрашивает, не сошел ли Рэй с ума. Рэй сказал ему, что он превратит его в сильное орудие и отправит в свой военный лагерь для обучения. Его дни были потрачены на то, чтобы стать самым хладнокровным солдатом, и так случилось, что он был любимым учеником Рэя. Но это только заставило других детей продолжать издеваться над ним. Был только один человек, который был добр к нему, девочка по имени Марлен, которая ничего не помнила о своем прошлом. Она лечила его и даже оставляла для него свою еду, и он думал, что она была единственным человеком, на которого он мог положиться. На этом острове Рэй носила имя Осло и даже тренировалась с Юджи, используя настоящие ножи. Он научил его полагаться на ножи и убивать до того, как его убьют. В конце концов, все в этом мире были его врагами, включая его собственную семью. Осло промыло ему мозги, заставив поверить в то, что он был его единственным союзником. Настал день выпускного экзамена, и его тест состоял в том, чтобы убить человека, стоявшего перед ним, но так случилось, что это была никто иная, как Марлен. Он приготовился встретиться с ней лицом к лицу и побежал к ней, нанося удары кулаками и сбивая с ног. Его ловкость превзошла ее, и его удары сбили ее с ног. Даже когда она попыталась встать на ноги, он нанес удар ногой, который опрокинул ее обратно на землю. Но в его голове начали вспыхивать воспоминания о том, как его мать пострадала от его отца. Он вспомнил образы, которые видел в тот день, и его разум начал разрушаться во время матча. Марлен использовала это в своих интересах и сбила его с ног, стоя на нем сверху и улыбаясь. Она начала бить его кулаками, и Юджи поверил, что все это было сделано для того, чтобы расплатиться за свой грех, связанный с убийством его отца. Не успел он опомниться, как Юджи проиграл и стал для него разочарованием. В тюремную камеру заходит Марлен, чтобы залечить его раны, плачет и извиняется за то, что причинила ему боль, потому что ей жаль, что она так с ним поступила. Марлен будет продолжать пытаться накормить его и быть единственной, кто разговаривает с ним до самого дня своего выпуска. Она попрощалась с ним и сказала, что увидится с ним снова, но это был последний раз, когда он видел Марлен и разговаривал с ней. Медсестра сообщила Юджи печальную новость после своей первой работы, и Юджи задался вопросом, смог ли он спасти ее, избив вместо того, чтобы быть добрым. После окончания школы Юджи взял на себя свою первую миссию по убийству и, переодевшись горничной, проник в комнату богатого мужчины. Пока он был отвлечен, Юджи сумел завершить свою миссию. Его убийства продолжались успешно, пока однажды они не ворвались в дом Осло. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили всех людей, стоявших у них на пути, и почти загнали Осло в угол, уничтожив всю его охрану. Они обнаружили подземный ход и стальную дверь, которая охраняла его. После того, как они взорвали его, единственное, что они нашли, это сидящего внутри беловолосого ребенка, а у Юджи выпали седые волосы. Масака смотрит на мальчика, понимая, что она нашла что-то интересное. Осло удалось спастись через воду. Масака решает взять Юдзи с собой в Японию, но Джейби решает последовать за ней, потому что ей нужно присматривать за ними обоими. В больнице Асака приказывает ему встать с постели в течение следующих 40 секунд. Она бьет его по голове и продолжает угрожать, поэтому Джейби кричит ей, чтобы она была более нежной с ребенком. Но Юджи никогда не испытывал доброты и не знал, как на это реагировать. Так что Асака обращается с ним как с мусором и говорит, чтобы он прекратил это. Она хватает его за лицо и говорит, что отныне она будет его богом. Войдя в свой дом, она приказывает ему сменить грязную одежду, но то, что они видят, шокирует их и ставит на место. Его тело покрыто шрамами и огнестрельными ранениями, и он не ел уже несколько недель. Асака просит Джейби принести им напитки и еду, но за обеденным столом Юджи ничего не ест. Вместо этого, когда мимо пролетает муха, он давит ее рукой. Когда он смотрит на муху, его разум замирает, он кричит от страха, и его тошнит. Асака приходит утешить его и говорит, чтобы он не блевал в ее отвратительном доме. Он спит по ночам, и Асака понимает, что его рассудок разбит сильнее, чем она думала. Потому что, когда она купала его, она увидела 2 огнестрельных ранения, бесчисленное количество ножевых ранений и сломанные кости. Асака думает, что ему, возможно, было бы проще просто не жить, но она клянется, что будет защищать его как своего бога. На следующее утро Асака сидит на Юдзи и пытается заставить его поесть, но Юдзи умоляет Джейби спасти его. Асака говорит ему, чтобы он перестал ласкать глупую блондинку, потому что она такая одинокая и глупая, что готова выслушать все, что угодно. Ты победитель. Асака дарит Юдзи его собственного щенка, который теперь будет его партнером, и просит его хорошо заботиться о нем. Юдзи решает назвать его Джон Доу, что является кодовым именем для трупа в армии. Мисако смотрит, как он играет со своим щенком,
и Джей Би думает, что это первый раз, когда она видит, как он ведет себя как настоящий ребенок. Проходит несколько месяцев, и Асака решает уволиться с работы в разведывательном управлении. Джей Би предупреждает ее, что ее посадят в тюрьму или казнят, если она вот так просто уйдет, и задается вопросом, не является ли Юджи причиной того, что она так изменилась. Асака рассказывает, что она стала бояться смерти, потому что ей нужно заботиться о Юджи. Но что она также начинает терять зрение, она потеряла глаз и больше не может быть хорошим снайпером. Ночью она выходит на улицу и видит, как Юджи смотрит на звезды и плачет. Юджи продолжает расти, и отправляясь на пробежку, он вспоминает слова Асака о том, что ему нужно бегать быстрее, чтобы быть популярным среди девочек в начальной школе. По мере того, как он продолжает расти, Асака говорит ему, что бега недостаточно в средней школе и что плохие мальчики, которые способны сражаться, это те, у кого есть девушки. Она начинает тренировать его, чтобы он стал жестче, уча его быть сильным человеком и бороться за правильные причины, вместо того, чтобы использовать свою силу для причинения вреда другим. Она учит его использовать все, что ему нужно для победы, поэтому он зовет свою собаку, чтобы она укусила ее. Наконец, она учит его, что бойцы популярны только в средней школе, а девочкам нравятся только умные люди в старших классах. Асака заставляет его читать всевозможные книги, будь то манга или художественная литература, говоря ему, что она купит ему все, что угодно. После всего прочитанного он обнаруживает, что Асака чистит свой пистолет и курит. Она спрашивает его, стрелял ли он когда-нибудь из такого оружия раньше, и на следующий день берет его с собой в дикую местность. Он делает свой первый выстрел с 300 метров и полностью промахивается. Однако он полон решимости попасть в цель в следующем выстреле, и Асака обещает ему подарок, если он это сделает. Он целится и стреляет, попадая в цель. Как и было обещано, Асака дарит ему футляр с номером 9029, который был номером ее агента. Отныне эта снайперская винтовка будет принадлежать Юдзи. Однако она говорит ему, что он должен следовать своему пути и никогда не сдаваться. Юдзи спрашивает Асака, может ли он называть ее своим учителем, потому что для него она не была ни матерью, ни сестрой. Меньше всего она была отцом. Единственное, чем она стала для него, это мастером. Зимой Асака собирает боеприпасы для Юдзи, и они вместе отправляются на охоту. Он целится в оленя, и Асака говорит ему, чтобы он не тратил впустую ни одной пули, потому что это будет стоить денег налогоплательщикам. Однако Юджи колеблется и не может нажать на спусковой крючок. Асака понимает его слабость и не винит его, потому что ему пришлось пережить больше, чем любому другому ребенку. В один из случайных дней Юдзи просыпается от лая своей собаки, но обнаруживает, что в их дом вломился медведь. Юдзи быстро бросается в свою спальню и достает пистолет, но возвращается только для того, чтобы увидеть, как медведь кусает Джона. Он целится, чтобы спасти свою собаку, но его разум мешает ему что-то предпринять, и ему не удается выстрелить в медведя. Когда медведь уходит, Юджи набирается храбрости, чтобы пойти и забрать свою собаку обратно. Его жизнь, полная страха, больше не помешает ему спасти того, кто ему дорог, поэтому, когда он бежит к ней, он готов прицелиться. Он поскользнулся на снегу и выстрелил, засорив свое ружье. Медведь заметил это и был готов съесть его живьем, но Юджи использовал свой нож, чтобы полоснуть медведя. Медведь сбил его с ног одним ударом, и в голове Юджи вспыхнули слова о том, как покончить с медведем. С помощью простой палки он ослепил медведю глаз и достал свой пистолет, направив его прямо в голову медведя. Неподалеку послышался шорох, и он увидел пару медвежат, идущих к его собаке, потому что это была их еда. Юджи задается вопросом, почему его собака и его семья стали их пищей. Он задается вопросом, почему это не могла быть какая-то другая жизнь, которая не имела бы к нему никакого отношения, и кричит от боли, когда стреляет. Позже он возвращается к Асака с ошейником своей собаки, и она спрашивает его, что случилось. Юдзи в конце концов не смог убить медведя и сказал ей, что как бы он ни старался, это было бесполезно. Она прижимает его к груди и говорит, что все в порядке. Они проводят закат, закапывая ошейник его собаки, и Юдзи мечтает стать таким же сильным, как Осака, чтобы умереть счастливо. Осака говорит ему, что его жизнь — это не просто какое-то бессмысленное оправдание, пока он не умрет. И что она знает, что он не может никого убить, пока она не даст ему прямого указания. Порядок. Однако она напоминает ему, что все его продукты питания и кровь предоставляются налогоплательщиками, так что он обязан позаботиться о том, чтобы его «я могу защитить их». В прежние времена Асака говорила ему, что он не смог бы умереть, пока не убил бы 10 врагов. Но сейчас он должен спасти 10 человек. Она говорит ему, что не имеет значения, если он слишком слаб, чтобы нажать на курок ради своего же блага. Но это он никогда не должен колебаться, когда тянет за нее, чтобы спасти чью-то жизнь. Проходит несколько лет, и Асака рассказывает Джей Би, что Юдзи завершил разработку сюжета. Джей Би интересуется, что за историю она имеет в виду, и Асака говорит ей, что она сама была этой историей. Она говорит ей, что Юдзи смог испытать восходящее действие, когда снял с нее сюжетную броню и кончил ей на лицо, прежде чем его сюжет испытал падающее действие. Джей Би кричит на нее за то, что она сделала то, чего ей никогда не следовало делать, но Асака говорит ей, что именно поэтому ее сюжет никогда не получит развития. В конце концов, они мужчина и женщина, которые живут вместе уже 2 года. Юдзи помнит, как он был в душе с Соко, и она спросила его, когда у него день рождения. Юдзи сказал ей, что сегодня у него день рождения, поэтому она спросила его, чтобы он хотел получить на свой день рождения. Юдзи сказал ей, что ему нужен более хороший опекун. Она укусила его, и он покраснел,
поэтому она сказала ему, что подарит ему самый лучший подарок из всех возможных. Он спросил ее, что это такое, и она сказала, что подарком будет она сама. Что ты хочешь этим сказать? Именно так прошел его первый раз, и Джей Би продолжает спрашивать, делали ли они это только один раз. Асака продолжает говорить, что с тех пор они завершали разработку сюжета каждый божий день. Юдзи возвращается с раменом, и Джей Би делает вид, что они ни о чем не говорили, потому что она боится, что Юдзи их услышал. Асака говорит ей, что именно поэтому она никогда не испытывала оргазма. Она просит ее дать ему попробовать, потому что она хорошо его обучила, и говорит ей, чтобы она тем временем немного выпила. После нескольких бутылок Асака звонит, чтобы дать Юдзи особое задание. Теперь, когда Джей Би совершенно опустошен, она хочет, чтобы Юдзи хорошо провел с ней время. Он тянет ее в спальню и не отпускает. Он называет ее по имени, и вместо того, чтобы съесть мясной ужин, который он готовил, она оказывается съеденной его мясной винтовкой. Проходит еще несколько лет, и здоровье Асака начинает ухудшаться. Юдзи замечает, что у нее дрожат руки всякий раз, когда она начинает пить, и умоляет ее прекратить, потому что она все, что у него осталось. Сколько бы раз он не спрашивал ее, не больна ли она всегда лгала ему и говорила, что это не так. Но он заметил, что с ее телом что-то не так. Она стала все больше и больше замыкаться в себе, и из-за плохого самочувствия стала пропускать работу. Все стало настолько плохо, что когда ей позвонили, она даже не смогла ответить на звонок, так что Юджи пришлось снять трубку. С другой стороны, агент приказывал Асака выполнить текущую миссию и ссылался на 9-ю статью, в результате чего ее могли посадить в тюрьму, если она откажется. Из-за ее нынешнего состояния здоровья Юдзи начала брать на себя ее работу. Несколько дней спустя Джей Би спрашивает Асака, почему она не разговаривала с ней на месте, но Асака признается ей, что она не была тем человеком, который выполнял эту работу. Джей Би кричит на Асака за то, что она заставила Юдзи взяться за ее работу так же, как она заставила его это сделать. Но Юдзи настаивает на том, что это его решение, потому что он хочет когда-нибудь отплатить Асака. Джей Би беспокоится, что Юдзи увлекается образом жизни Асака. Но Юдзи настаивает на том, что именно так он сможет найти смысл в своей жизни. Джей Би кричит на Асака и выводит Юдзи на улицу, стреляя пулями в ее потолок, когда она уходит. На другом берегу реки Юдзи рассказывает, что сказал Асака, что хочет быть таким же, как она, и задается вопросом, знал ли Джей Би о реакции Асака. Джей Би говорит ему, что Асака, вероятно, не хотела бы, чтобы в этом мире было двое таких, как она, но она счастлива, что Юдзи смотрит на нее снизу вверх. Она в последний раз спрашивает его, действительно ли это тот путь, по которому он хочет идти, но он говорит ей, что это единственный путь, по которому он мог бы когда-либо пойти. Погасить свой долг перед ними. После того, как они уезжают, Асака говорит ему, что он собирается в Америку, чтобы поступить в военную школу. Крупный чернокожий мужчина спрашивает его, зачем он оказался в этой дерьмовой дыре, и Юдзи отвечает, что это потому, что он покончил жизнь самоубийством со своими родителями. Это пугает его, но Юдзи говорит, что он просто шутит. После получения сертификата Юдзи говорит мужчине, что ему следует купить себе собственную обувь, если он не хочет, чтобы у него была спортивная нога. Солдат удивляется, откуда ему это известно, и Юдзи рассказывает, что он был солдатом с детства, но мужчина думает, что он просто шутит. В спальне мужчина называет его азиатским мальчиком, но Юдзи говорит ему, что он японец, и представляется как Юдзи. Мужчина издевается над ним и называет его Юджином, потому что он выглядит по-девчачьи, но Юдзи поправляет его и говорит, что его сумасшедшая музыка делает его глухим идиотом. Этот мужчина воспринимает это как хороший спорт и представляется как Дэнни Банер, потому что у него большой черный нос. Дэнни называет Юджи коротышкой, и Юджи сдается. На следующий день командир дает Юджи пощечину, потому что его воспитала Соко, так что он должен быть благодарен и польщен этой пощечиной. Ну и что же? Во время тренировки Дэнни отстает и просит Юджи перейти вброд, но тот говорит ему, чтобы он прекратил курить. Даже когда они плывут, большие мышцы Дэнни выдыхаются быстрее, и Юджи пытается подбодрить его. Он спрашивает его, чтобы он сделал, если бы утонула девочка с большими сиськами, и это вдохновляет Дэнни плавать быстрее акулы. Во время обеда Дэнни подшучивает над новым лицом Юджи, но Юджи говорит ему, что в последнее время их командир доставляет ему много хлопот. Дэнни говорит ему, что считает ее гориллой, которая никогда не выйдет замуж, но Юджи называет ее привлекательной. Дэнни считает Юджи сумасшедшим, но Энни подходит сзади и пробует на вкус большой член Дэнни. «Извини, я имел в виду, что Энни наказала Дэнни». Во время тренировки на стрельбище Юджи стреляет в упор каждой пулей, что удивляет командира. Так как Асака, лучший снайпер в мире, была единственной, кто раньше я совершал такие подвиги. Одна девочка слышит их разговор и наблюдает за тем, как Юджи получает первое место в стрельбе из лука. Позже вечером она подходит к нему и просит поговорить с ней. Она представляется как Мили, и Юджи задается вопросом, почему ему достаются только настойчивые женщины. Рядом с бассейном он удерживает ее после того, как она ударила его, пока она не извинится. Он узнает в ней снайпера, занявшего второе место, и спрашивает, чего она хочет. Мили говорит ему, что она имела в виду меткую стрельбу, и они вместе отправляются на стрельбище с ее оружием. Она рассказывает ему, что ее отец часто поражал эти мишени, когда они находились вне пределов досягаемости, но считал, что все это было просто из-за того, что он был пьян и лгал. Первый выстрел Юджи промахивается, и она говорит ему успокоиться, потому что у него осталось всего 6 выстрелов. Юджи спрашивает ее, какого цвета сегодня небо,
прицеливается и стреляет, попадая в цель. Он говорит ей, что ее отец, скорее всего, не лгал, и Милли находит человека, которому она может доверять. После того дня его обучение было завершено, и его отправили за границу на выпускной экзамен. На борту корабля Дэнни спрашивает его, что он купил на свои деньги, потому что ему удалось купить машину. Но Юджи говорит, что у него есть только женские часы. Дэнни смеется над своими часами и азиатскими убеждениями Юджи, говоря, что Юджи подарил Милли маленькую часовую стрелку, в то время как Дэнни мог бы подарить ей длинную минутную стрелку. Это причиняет эмоциональный ущерб. Милли слышит его вульгарную лексику и пинает его ногой. Пока они спорят, случайный чудак играет в симулятор свиданий со своей младшей сестрой и теряет рассудок, когда она снимает свою сюжетную броню. Они удивляются, как ему это удается так бесстыдно, и задаются вопросом, на каком языке он говорит. Юдзи хорошо разбирается в этом предмете и знает, что он должно быть такой же культурный человек из Японии. День за днем Юдзи приказывали делать то, что ему говорили, и укреплять его уверенность в себе, пока в один прекрасный день они не оказались на настоящем поле боя. Находясь в лесу, Юдзи смотрит на свою эскадрилью. Бывший угонщик автомобилей и головорез из Аризоны. Бедная девочка, которая раньше продавала себя в туалетах. Я аниме-атаку, который хочет заполучить свою сестру. И, наконец, снайпер, который никого не может убить. Они были самой бесполезной группой во всей армии, но Дэнни прерывает его размышления и спрашивает, не хочет ли он добыть эту птицу на корм. Юджи прицеливается и стреляет, попадая в птицу, но его начинает тошнить. Он задается вопросом, как бы он справился с убийством человека, если бы именно так с ним поступила птица. В своих палатках они знакомятся со своим исполняющим обязанности командира на поле боя. Вот и начались их дни, когда они расставляли ловушки. Но однажды ночью Юджи понимает, что за ними идут враги. Когда начинается битва, они занимают позиции, и Юджи стреляет, чтобы нейтрализовать врага, но после выстрела его тошнит. Его друзья продолжают сражаться на передовой, ожидая подкрепления, но Юджи начинает колебаться. Его командир говорит ему закрыть глаза и осознать, что все его друзья, его единственная семья, могут погибнуть. Это те, с кем он провел все это время, делился с ними смехом и едой. Все они его семья, сражающиеся за то, чтобы защитить его от врага. Командир говорит ему, что враг не человек, и что это нормально, колебаться, убивая людей, но он не должен сидеть сложа руки и смотреть, как его семья беспомощно умирает. Его командир говорит ему убить их, и что он возьмет на себя всю ответственность за это. Он дает ему разрешение сделать это. Один за другим враги падали, и даже несмотря на то, что Юджи ненавидит это, командир продолжает подсчитывать количество нейтрализованных врагов. Ни один выстрел не был потрачен впустую, и вся линия фронта противника была уничтожена. Юджи по-прежнему хочет сражаться, но командир останавливает его, говоря, что теперь все в порядке и он может спать спокойно. После того, как Юджи потерял сознание, он просыпается на коленях у Милы, которая утешает его. Она говорит ему, что он спас всех, и что они всегда будут поддерживать друг друга, и что она никогда не позволит ему умереть. После того, как он некоторое время провел на поле боя, его решимость окрепла, и на него перестали влиять постоянные сражения и взрывы вокруг него. Однако Дэнни начинает терять из виду, что представляет собой эта война и что вообще означает победа. Но их развертывание подходит к концу, и Юджи переживает это ужасное прошлое вместе со всеми своими друзьями. Когда он уезжает обратно на родину, Дэнни подходит к Миле и спрашивает, будет ли она в порядке, если ее бойфренды бросят ее. Она говорит ему, что вчера они попрощались и разрушили свои отношения. И вот Дэнни врывается к ней и спрашивает, может ли он заставить ее почувствовать себя лучше, уничтожив ее своим 10-зарядным пистолетом. Прекрати это. Позови кого-нибудь на помощь. Милли смотрит в окно, где был Юджи, и молит Бога, чтобы Юджи обрел счастье в жизни и был благословлен во всем, что он делает. Так оно и есть. В сгущающихся сумерках Юджи переезжает в простой дом. Когда он вернулся на свою знакомую гору, был ветреный день, и тропинки были точно такими же, как он помнил. Его приветствовала дома Асака, и она считает, что теперь он выглядит более взрослым. После великолепного развития сюжета Юдзи говорит Асака, что, увидев ее лицо, он впервые в жизни обрадовался тому, что остался жив. Юджи говорит ей, что он не знает, что делать со своей жизнью, но хочет отдать ей все, что у него есть. После этого он закончил свою последнюю тренировку в международном аэропорту Ванкувера. И это был последний раз, когда он видел дружелюбное улыбающееся лицо Дэнни. Пока все плакали, Юджи задавался вопросом, когда же закончится шутка Дэнни. Прошло несколько месяцев, и во время одной из миссий Юджи в Испании Джей Би позвонил ему и попросил немедленно вернуться домой, потому что Асака упала в обморок. Единственная информация, которую он получил, заключается в том, что это было хроническое заболевание, вызванное тем, что в нее много раз стреляли за всю ее жизнь. Врачи пытались вылечить ее, но ее тело стало чрезвычайно хрупким из-за всех тех веществ, которые она была вынуждена принимать во время службы. Как только он приехал, Джей Би сказал Юдзи, что Асака очень часто теряет сознание и что она все дольше дремлет. Юдзи видит Асака и извиняется за то, что так долго добиралась домой. Она держит его за руку, и Юдзи спрашивает ее, не умирает ли она, на что она отвечает, что умирает. Она извиняется за то, что всегда лгала ему о том, что хотела бы остаться с ним в живых. Он начинает плакать и говорит ей, что еще не всему научился у нее,
но она просит его перестать плакать и быть более мужественным, как она его учила. Она говорит Юджи, что наконец-то поняла, что значит ее жизнь теперь, когда она вот-вот умрет. Именно ее решимость позволила ей спасти его и провести с ним всю свою жизнь. Юджи плачет, говоря ей, что она была его единственной спасительной милостью в жизни, которая предавала его на каждом шагу. Он говорит ей, что хотел верить в нее до конца, потому что она была единственной причиной, по которой он жил. Асака говорит ему, чтобы с этого момента он жил своей жизнью ради себя самого. В конце концов, именно таким человеком она всегда хотела его видеть. Он говорит ей, что не может этого сделать и что выжил только благодаря ей. Каждый раз, когда ему было холодно, она была тем теплом, к которому он мог обратиться. Он задается вопросом, каким будет его будущее без нее, но она призывает его выяснить это самому. Нужно продолжать бороться и быть тем мужчиной, которым она всегда хотела, чтобы он стал. Она говорит ему, что смирилась с тем, что собирается уйти из жизни, но Юджи спрашивает ее, кто дал ей разрешение. Даже если бы это был Бог, Юджи хочет отбиться от него, чтобы удержать ее рядом с собой. Асака говорит ему, чтобы он перестал быть таким глупым. Все остальное время он проводит с ней, и она говорит ему, что звезды сегодня такие красивые. Юджи смотрит на улицу и говорит ей, что звезды сегодня очень красивые. Осака говорит Юджи, что она помнит, как он смотрел на звезды и плакал, когда впервые переехал к ней жить. Она спрашивает его, о чем он думал, но Юджи отвечает ей, что не может вспомнить. Асака смеется, говоря ему, что она знала его ответ. Она говорит ему, что устала, и спрашивает, может ли она пойти поспать. Юдзи говорит ей, что она может идти спать, и после этого Асака больше никогда не просыпается. Ее тело забрали подчиненные Джей Би, и Юдзи пытался взять себя в руки к тому времени, когда ее кремировали. Джей Би сообщил ему, что они нашли пулю среди пепла, и Юдзи считает, что это действительно соответствует характеру Асака. Проходит неделя, и Юдзи задается вопросом, пойдет ли он в то же место, что и Асака, когда встретит свою судьбу. Но он пока не допустит, чтобы это произошло. Только после того, как он выполнит свое обещание Асака спасти 5 человек. Это его единственная оставшаяся цель, но когда-нибудь он захочет увидеть ее снова. Юджи спит на полу целыми днями, но Джей Би приходит и дает ему пощечину, чтобы разбудить. Пребывание в той хижине, где все еще ощущалось присутствие Асака, наполняло голову Юджи мыслями, о которых ему не следовало думать. Так что Джей Би взяла его к себе в квартиру, чтобы он жил с ней. Живя вместе, они могли бы компенсировать раны друг друга и поддерживать друг друга. Или, по крайней мере, они так думали. Во время ужина Джей Би говорит Юджи, что он может попросить все, что угодно, и он говорит ей, что хотел бы получить зубную щетку получше, потому что нынешняя слишком мягкая. Взволнованный этим, Джей Би спрашивает его, пользовался ли он ее зубной щеткой все это время, и Юджи говорит ей, что он чистил ей рот своей длинной и грубой зубной щеткой. Так что это не должно иметь значения. Джей Би понимает, какой глупой она была, и покупает еще 2 зубные щетки. Юдзи извиняется, но она говорит ему, что ей следовало ожидать, что он будет таким же грубым, как Асака. К сожалению, Юдзи стал напоминать Джей Би об Асака, и это ее беспокоило. И ни один из них не знал, как наладить отношения друг с другом, когда это случилось. Она не ложилась спать и спрашивала его, будет ли пребывание рядом с ней напоминать ему об Асака. Однажды ночью она плакала и извинялась, потому что это было слишком тяжело для нее. Шли дни, и Джей Би стал приходить домой все реже и реже. Когда у него оставалось все больше свободного времени, он задумался, не отправиться ли ему в путешествие. Он вспомнил, как Асака говорила ему, что если есть какой-то путь, которого он не знает, то ему следует остановиться и попытаться найти свой путь по нему. Даже когда он делает неправильный выбор, он должен попытаться расширить свой кругозор и узнать, что ждет его впереди. Она обещала ему, что они вместе отправятся в путешествие на ее мотоцикле, но так и не выполнила своего обещания. Юджи встает и говорит Джей Би, что отправляется в путешествие, куда бы его ни унес ветер, и обещает ей, что обязательно вернется. Юдзи был удивлен, что она так легко отпустила его, потому что ночью ей будет одиноко, но она ездит на мотоцикле Асака. Проходят дни, и он встречается с людьми из всех слоев общества во время кемпинга. Он продолжает идти под дождем и даже пишет Джулии, что любит ее. Где-то посреди дороги у него ломается велосипед, и ему приходится буксировать его. К нему подходит мужчина и спрашивает, не хочет ли он отвезти его в какое-нибудь безопасное место, но Юджи говорит, что он просто идиот, который бегает вокруг, и ему некуда идти. Этот мужчина смеется, думая, что должно быть здорово быть молодым, и это что-то меняет в Юджи. По ночам он задается вопросом, не упускает ли он молодости, и пишет Джей Би по электронной почте, что собирается домой. Он открывает бокал с напитком, чтобы отдать его на могилу Асака, и извиняется за то, что вернулся, так ничего и не поняв. Юдзи извиняется за то, что сломал ее велосипед, но он слышит, как Асака спрашивает его, весело ли ему было. Он говорит ей, что ему понравилось путешествие, но он задается вопросом, что же ему теперь делать. Он чувствует, что это путешествие научило его тому, чего ему не хватает, и думает, что ему нужно просто сделать еще один шаг к тому, чтобы стать молодым и пойти в обычную школу как обычный ученик. Однако несколько месяцев спустя Юджи сидел перед детективом по уголовным делам, который допрашивал его о том, кто он такой. В конце концов, у него, по-видимому, нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни друзей. Так вот, офицер закричал в приступе ярости, спрашивая его, не убийца ли он, но Юджи сказал ему, что он всего лишь студент. Час спустя Юджи был освобожден,
и сержант извинился, потому что им позвонили из Министерства обороны от его имени, приказав им, чтобы позволить Юджи свободно ходить. В первый же день его отсутствия директор школы поприветствовал Юдзи и начал отвозить его в его новую среднюю школу. Но она удивилась, почему его арестовали до того, как он закончил свой первый день учебы, поэтому Юдзи рассказал, что у него в рюкзаке был пистолет. Эти слова заставили девушку закричать, убрав руки с руля, и Тракун уже собирался найти своих новых жертв Исекая, но Юдзи взял ситуацию под контроль. Колесо и спасло их от погружения в этот дерьмовый жанр. Однако девочка уже успела обмочиться и чуть не врезалась в другую машину, прежде чем они подъехали к академии. Это была именно та обычная школа, о которой он мечтал, и за воротами директор представилась как Такубана, но Юдзи заметил, что что-то не так. Несмотря на то, что был будний день, кампус выглядел как город-призрак, поэтому директор сказал, что в нем живут всего 5 других учеников. Вместе с ним в кампусе. Но у Юджи возник последний вопрос, и он спросил ее, действительно ли это обычная школа. Так вот, директор сказал ему, что это действительно обычная школа, но из-за его условий это единственное учебное заведение, которое может его принять. Когда он добрался до общежития, позади Юджи появилась горничная и представилась как Кармен, но он удивился, какого черта она была одета в униформу горничной, когда она студентка. Она показала ему его комнату, и хотя ему показалось, что она выглядит ухоженной, в ней было что-то не так. В ту ночь в ванне он задался вопросом, действительно ли это будет обычная жизнь. Утром Юджи решил показать всему населению свой огромный участок земли и принял глазную каплю и глоток виноградного сока, прежде чем начать свою 26-мильную пробежку. Хотя он и жил в другом месте, ничего не изменилось с тех пор, как он жил со своим учителем. Он помнил, как она учила его быстро бегать, чтобы привлечь внимание девочек, когда он был маленьким и учился в средней школе. Речь идет о том, чтобы побеждать других в драках. Но после этого все зависит от того, насколько он был умен. Он продолжал вспоминать, что она была единственным человеком, который был надеждой в его жизни. Но из-за ее подавляющего отношения он понял, что с тех пор устал иметь дело с подавляющими женщинами. Как только он открыл дверь, чтобы уйти, рыжеволосая девушка упала перед ним и обнажила свою сюжетную броню. В то время как другая оранжевая голова пробежала перед ним и запрыгнул на диван. Рыжеволосая девочка запрыгнула на нее сверху и начала пытаться расчесать ей волосы. И Юдзи удивился, почему это выглядит так, будто все это было подстроено специально для развития сюжета. Он попытался представиться девочкам, но рыжеволосая девочка была шокирована, услышав его имя. Однако она попыталась представиться в ответ, сказав, что ее зовут Сиу Амане, и заставила Маки тоже представиться, но она была слишком поражена, чтобы пожать ему руку сразу. Прогуливаясь по школе, он встретил Цундери Мичиру, а к концу дня познакомился с девушкой по имени Саки. Однако, когда он попытался подойти поближе, чтобы представиться, она чуть не перерезала ему шею ножом для резки коробок. Он ожидал, что она выкинет что-нибудь неожиданное, и сказал ей, что было бы здорово подружиться с ней. Когда наступила ночь, он понял, что все уже дома, но так как в их школе не было никаких домашних заданий, единственное, что они могли делать, это играть сами с собой. Я имел в виду видеоигры. Он решил не обращать внимания на то, что они делают, и просто войти в свою комнату, но заметил, что кто-то вломился в его комнату из-за его ловушки для ленты. Он ворвался внутрь, крича, чтобы он не двигался, но сюжет зловещего бросил вызов гравитации и просто продолжал подпрыгивать перед ним. Он удивился, почему стриптизерша оказалась в его комнате, когда сегодня не его день рождения. В этом нет ничего смешного. В том, чтобы так говорить, нет ничего смешного. Она рассмеялась над тем, насколько резкой была его реакция, и когда он подошел к открытому холодильнику, она спросила его, как ему удается так спокойно входить в свою комнату. Так вот, он сказал ей, что это она выставляет на показ свои гигантские сюжетные пушки, но ему показалось, что они выглядят потрясающе. Через несколько минут она сказала ему, что он, похоже, привык к женщинам, и поэтому ей стало интересно, есть ли у него старшая сестра, с которой можно иметь дело. Юдзи признался, что у него когда-то была одна сестра, пока она не умерла, так что Амини извинился за то, что заговорил о ней. Однако она хотела спросить его, как зовут его сестру, и Юдзи сказал ей, что это Кадзуки. Услышав это имя, она была шокирована, но в конце концов она закончила переодеваться и спросила его, хорошо ли она выглядит. Но Юдзи сказал ей, что она выглядит хуже, чем его, и понял, что она была единственной вещью, которая была очень расстроена из-за школы. Она вспомнила тот день, когда их школьный автобус упал с обрыва, и ужасные сцены, которые она увидела в тот день, и произнесла слова «Я нашел тебя». Юджи понял, что это была совсем необычная школа, и что у каждой из этих девочек, скорее всего, было что-то не так. О них, что они прятались. Как раз в этот момент ему позвонил Джей Би и сказал, что на него возложена новая миссия. Поэтому он достал свой чемодан и положил в него код, понимая, что это совсем не та обычная школьная жизнь, о которой он мечтал. На следующее утро появился Джей Би и спросил его, нравится ли ему его новая школьная жизнь, но он сказал, что она ему нравится гораздо больше, прежде чем она появилась. «Вставай». Ей было грустно, что он все еще холодно относится к ней. Но она спросила его, нравится ли ему эта новая обычная жизнь в его обычной школе. И Юджи сказал ей, что единственное, что было необычным, это то, насколько уродливым было ее лицо. Она сказала ему, чтобы он был осторожен, иначе он может случайно умереть,
но он сказал ей, что это будет лучше, чем видеть ее уродливое лицо каждый день. Джей Би понял, что его слова просто задели ее сильнее, чем раньше, поэтому она решила уехать и поехала в самом отвратительном направлении – прочь. Когда он вернулся в класс, Амина спросила его, кто эта тупая блондинка. И он сказал ей, что она всего лишь его начальник с работы. Но когда Амина спросила его, чем он занимается, он ответил, что просто убирает мусор, так что она может считать это грязной работой. Однако она села и сказала ему, что ей нужно узнать кое-что важное, и спросила, какие у него отношения с блондинкой. Он назвал ее глупой и спросил, похож ли он на парня, у которого может быть девушка, но она подумала, что он был загадкой. Однако, пока у него не было девушки, это было все, что она хотела знать, и ушел. Как только она ушла, Юдзи заметил, что Мичиру подслушивает, но она сказала ему, что он ей не нравится или что-то в этом роде, и назвала его Бака. После ежедневной пробежки Юдзи заметил, что Амина пытается проникнуть в его комнату, но улизнул и попытался подслушать, что происходит. Когда она искала его, она была расстроена тем, что не смогла поцеловать его на прощание, но он понял, что она могла просто играть глупо, если она уже заметила его к этому времени. Она начала рыться в его одежде и нюхать его рубашку, думая, что это сведет ее с ума. Она запрыгнула прямо на его кровать и начала умолять Юджи остановиться, но Юджи понял, что эта сучка была одержима им, поэтому он решил просто войти, пока она была там, в Париже. Однако она была поражена, увидев его, и спросила, как давно он здесь находится. Так вот, он сказал, что все это время наблюдал за ней, советуя ей смотреть на вещи с положительной стороны, потому что, по крайней мере, она заметила его до того, как все стало еще хуже, но она закричала на него, чтобы он убирался из комнаты. Позже в тот же день Альмина вывихнула лодыжку во время урока физкультуры, так что Юджи побежал, чтобы отнести ее в кабинет медсестры. Обработав ее травму, Юджи начал уходить, но она вцепилась в него и умоляла пока не уходить. После того, как она ему надоела, он сказал ей, чтобы она уже высказала все, что ей от него нужно, поэтому она попросила его пойти с ней на свидание. Он спросил, почему, и она ответила ему, что любит его, потому что это была любовь с первого взгляда. Она сказала ему, что он выглядит безнадежным, поэтому она хочет быть тем, кто поможет ему продолжать жить. Однако он сказал ей, чтобы она уже перестала беспокоить его, что ранило ее чувства, но она спросила его, может ли она вместо этого стать его старшей сестрой. Однако Юджи сказал ей, что они сейчас не в Алабаме. Но когда она сказала ему, что он разрушает все ее надежды, Юджи сказал, что на какое-то время он будет подыгрывать ей в роли младшего брата. Она начала гладить его по голове, но он удивился, почему она так странно себя ведет. Во время урока она пришла и принесла ему подарок вместе с Мэки, но он удивился, почему она так сильно пытается вмешиваться в его жизнь. Амана извинилась перед ним, сказав, что она просто делает это, чтобы почувствовать себя лучше, и сунула свое мясо ему в лицо. Хотя он думал, что это было вкусно, Юджи почувствовал, что задыхается, но понял, почему он так себя чувствует. После смерти своего учителя он пытался отгородиться от остальных, не понимая, как сильно ему нужна нормальная жизнь. Он задавался вопросом, действительно ли он заслуживает того, чтобы ощутить частичку такого счастья, как это. Амина сказала ему, что все в порядке, сказав, что они могут делиться едой, и запихнула свои лоскутки ему в рот. Несколько недель спустя Юдзи решил поехать на велосипеде обратно к себе домой вместе с Мэки, чтобы отпраздновать день рождения Асака, и когда он вернулся домой, то увидел, что Джей Би уже ушел. Он оставил портреты всех троих, но попросил Мэки держать это в секрете от остальных. Когда солнце уже садилось, Юдзи подошел к могиле Асака и сказал, что уже очень давно не гладил могилу Джона. Он познакомил их со своей новой подругой Мэки, и она поблагодарила их за то, что они вырастили его. Когда она легла спать, Юджи позвонил Джей Би, чтобы сообщить ей, куда он исчез, и пожелал ей спокойной ночи, назвав ее Джулией. Прежде чем вернуться в дом, Юджи посмотрел на небо и сказал Асака, что он вспомнил, о чем думал ночью, что он просто подумал, звезды были очень красивые. После того, как он вернулся в Японию, Джей Би отвез его домой, но когда он уже собирался уходить, она схватила его за руку и сказала, поцеловала его в щеку. После того, как она уехала, Юджи почувствовал, что что-то должно быть длиннее, чем его снайперская винтовка. Когда он вошел в свою комнату, то увидел, что Амина погладила всю его одежду, и она спросила его, не хочет ли он сначала поесть или принять душ. Что он сказал? Он удивился, почему она так набрасывается на него, и она призналась, что это была просто любовь с первого взгляда. Однако он подумал, что это было слишком удобно, но она уже приготовила для него ужин. Пока он ел, Амине пришло электронное письмо от одной из девушек, и она спросила Юджи, какого хрена он делает с этой тупой, одинокой блондинкой. Ты меня понял. Так вот он сказал. Однако она задалась вопросом, означает ли это, что он собирается поцеловать ее снова в будущем, поэтому он сказал, что не будет этого делать. Сделать что-то настолько безрассудное, не будучи готовым довести дело до конца. Ей стало интересно, что он имел в виду, и он признался, что влюбиться в него было ее выбором, так что он принимает эти чувства, но не может обещать, что всегда будет рядом с ней. Если ты когда-нибудь исчезнешь или умрешь,
Он просит ее не плакать, а забыть о нем в течение года. Она приняла его условия, но спросила, действительно ли она ему нравится, и он признался, что не понимает своих чувств из-за своей жизни, но он определенно она мне нравится. Она задалась вопросом, означает ли и попытался помочь ей встать на ноги. Однако она сказала ему, что сейчас она очень уязвима, так что он может развивать с ней любой сюжет, какой захочет. Но когда он увидел, что у нее дрожат руки, он ударил ее по голове, сказав, чтобы она не увлекалась. Он признался, что никогда раньше не встречался с девушкой, но все еще не понимал, почему она так сильно его любит. Поэтому, когда она попыталась сказать, что это была любовь, с первого взгляда у нее из глаз потекли слезы, и он задался вопросом, почему она плачет. После некоторого молчания она рассказала ему о школе, в которой училась, и спросила, слышал ли он имя Кадзуки. Эти слова ошеломили его, и он сказал ей, что это его сестра. Поэтому она рассказала, что 6 лет назад автобус девочки упал с обрыва, и все девочки исчезли, но она была единственной, кто выжил. Он недоумевал, почему она все это время пряталась. Так вот, она призналась, что знала о том, что он брат Кадзуки, с тех пор, как услышала его имя, но не могла сказать ему об этом. Поэтому она встала и сказала ему, что хочет ему кое-что показать. Когда она вернулась, то показала ему дневник, который вела в то время, и Юджи открыл его. В солнечный день девочка на баскетбольном автобусе возвращалась в школу, но у нее спустило колесо, и автобус Кун собирался взять на себя работу грузовика Куна, чтобы спасти еще больше жертв. Так вот, он упал с обрыва и был полностью разрушен. К тому времени, как Амане проснулась, Кадзуки уже сказал ей, чтобы она слезала, и передал ей очки, когда они вышли из автобуса. Она задавалась вопросом, кого они должны спасти первым, поэтому Кадзуки сказал, что она начнет со спасения девушки, которую ненавидит больше всего. Потому что если она спасет ее и последняя, к тому времени она может слишком устать, чтобы утруждать себя спасением. Как только все девочки были спасены, Кадзуки попытался найти сигнал, но ни у одной из девочек не было никакой связи. Вдобавок ко всему, компас не работал, они были окружены утесами, на которые не могли взобраться, и единственным оставшимся путем были опасные джунгли. Вернувшись в лагерь, Рицу понял, что у их учителя было легкое сотрясение мозга. В то время как у Хироки был перелом колена, Сакурай получила ранение в живот, а Канадей поцарапала голову. Кадзуки сказал ей, что она может вылечить их, и попросил ее вскипятить немного воды, чтобы закрыть раны. Когда она готовилась наложить швы, Кадзуки подумал, что она начнет с первого канадского языка, потому что у нее самая незначительная травма. Так что если остальные скоро умрут, по крайней мере, она не будет тратить время на их осмотр. В этом нет ничего смешного. В этом нет ничего смешного. Амина задавалась вопросом, есть ли у нее друзья, но Кадзуки сказал, что она сейчас ее единственная подруга. Оказав помощь всем девочкам, Кадзуки поняла, что у нее самой сломана рука, потому что она пристегнула ремень безопасности, чтобы защититься от удара. Учитель наконец-то проснулся, и Кадзуки попытался объяснить ему ситуацию. Скорее всего, кусок металла упал с грузовика перед ними, из-за чего у них лопнула шина. Теперь, когда они оказались в затруднительном положении вдали от остальных, президент предложил им оставаться на месте и ждать помощи, но Кадзуки отверг эту идею. У них почти нет еды и воды, так что им нужно попытаться сбежать, пока у них не закончились ресурсы. Однако президент назвал ее идиоткой за то, что она думала, что сможет выжить в горах, поэтому Кадзуки извинился за то, что перешел границы дозволенного. Пока Амина собирала вещи из автобуса, она удивилась, почему Кадзуки извинился. Так вот, она сказала, что извинилась только потому, что президент будет вынужден признать ее правоту. Но Амина подумала, что сейчас самое неподходящее время для того, чтобы играть с их жизнями. Пока все девочки разбивали лагерь на ночь, Амине стало интересно, чем сейчас занимается Кадзуки, и она призналась, что читает книгу. Потому что если она когда-нибудь посмотрит на страницу, то сможет запомнить все слова с помощью своей фотографической памяти и прочитать ее в любое время, когда захочет. На следующее утро Амина увидела, как девушка подбрасывает свой телефон в воздух, чтобы установить связь, но Амина подумала, что они абсолютно облажались. Когда она путешествовала по лесу в поисках Кадзуки, она обнаружила, что та прячется в каких-то кустах, но она сказала, что просто собирала немного съедобной травы. В конце концов, они могут не быть спасены в течение 3 дней, но Амина сказала Кадзуки, чтобы он не убегал один, потому что она беспокоится о ней. Однако эти слова шокировали Кадзуки, потому что она никогда не думала, что кто-то будет беспокоиться о ней. Когда она вернулась в лагерь, одна из девочек сказала ей, чтобы она оставалась с Кадзуки, потому что она склонна солить, когда остается одна. Так вот, она сказала ей, что если они когда-нибудь поссорятся, она должна просто сказать ей определенные слова и прошептать их ей на ухо. Внутри палатки Кадзуки и Амине начали лечить 2 раненых девочек, сказав одной из них, чтобы она не царапала свои раны, как бы сильно это ни было. Плохо им досталось. Они набрали немного воды в бутылках из реки. Но Кадзуки сказал ей, что если она когда-нибудь захочет стать парой с другой девушкой, то не будет расстраиваться из-за нее. Однако Амине вспомнила слова, которые девочка сказала ей сказать, и призналась Кадзуки, что она нравится ей больше всего из всех девочек. И она спросила, чувствует ли она то же самое по отношению к ней, но поняла, что на самом деле заставила ее покраснеть. Она все время спрашивала ее, нравится ли она ей, и обняла ее, когда они вошли в воду. Но прежде чем Кадзуки успел накричать на нее,
она услышала звук вертолета, и все девочки попытались позвать на помощь. Однако вертолет пролетел прямо мимо них. Но Амане пришла в голову идея, поэтому она вбежала в автобус и нажала на клаксоны, заставив вертолет улететь обратно. Но после этого вертолет так и не вернулся. По ночам Кадзуки не спал. Когда наступил третий день, тела девочек уже начали гнить. Так вот, учитель унес их с собой и закопал в лесу. Но Амине было интересно, придет ли когда-нибудь помощь или их постигнет та же участь. Пока они собирали цветы, Кадзуки рассказала, что у нее есть младший брат, но ей грустно, потому что все считают его ниже ее. И даже ее родители относятся к нему так, как будто он ничего не стоит. Однако она сказала Амине, что любит его, но Амина начала плакать, потому что единственное, чего она хочет, это поскорее вернуться домой. Кадзуки обнял ее за голову и пообещал, что она сделает все, чтобы вернуть ее домой. На четвертый день еда уже начала заканчиваться, а пятый день прошел впустую, потому что весь день шел дождь. На шестой день осталось всего 10 морковок, но Рутси понял, что им не хватает одной морковки, и Кадзуки понял, что кто-то мог ее украсть. Но из-за того, что это вызовет паранойю, Кадзуки решил нарезать всю морковь, а когда она была разрезана на кусочки, она переставила их местами. Им нужно создать 11 морковок, чтобы показать, что это знаменитая головоломка. Амине начал думать, что интеллект Кадзуки просто пугает. Когда наступил седьмой день, девочки, получившие травмы, потеряли весь свой аппетит, но когда президент клуба вышел из комнаты, Кадзуки извинился за то, что не заметил этого до сих пор. Она поняла, что Хирока ничего не ела, потому что боялась, что другие узнают, что она испачкалась. Кадзуки потратил все свое время на то, чтобы утешить ее. Когда она сидела одна, Амине задавалась вопросом, почему Кадзуки не смотрит на нее с таким добрым выражением лица, но она подкралась сзади и увидела, у нее была травма на шее. Поняв, что она расстроена, Кадзуки пообещал, что Амина — это та девочка, которая навсегда вернется, когда дела пойдут плохо. Поэтому, когда она увидела, что кровотечение не прекращается, она попыталась высосать весь возможный яд. На восьмой день Кадзуки пообещала, что пожертвует всем, чтобы защитить ее, и сказала Амине, что любит ее. Когда появился Динай, учительница решила углубиться в лес, чтобы найти выход из этой ужасной ситуации. Наступил 10-й день, но дождь не прекращался, и Кадзуки сказал ей, чтобы она перестала высказывать свои мысли вслух и записывала их в дневник. Она посоветовала ей съесть немного улиток, чтобы взбодриться, но Амине уже начала уставать от этих отвратительных улиток. Вернувшись в палатку, Кадзуки понял, что у одной из девочек из раны растут черви, но сказал Амине, чтобы она просто позаботилась о Хироке. Когда Амина пыталась лечить девочку, единственное, что она твердила, было то, что она хочет заполучить Исекая. На 11-й день одна из девочек уже начала сходить с ума, в то время как другая девочка была расстроена, потому что ее собака начала страдать от лихорадки. Тем не менее, единственное, что вселяло в них надежду, это то, что их учитель может вернуться с помощью, но их надежда уже угасла. Редеют. Они уже прибегли к поеданию насекомых и питью неочищенной воды, из-за чего у них всю ночь болели животы. Но, по крайней мере, когда они спали, они могли временно забыть обо всех болях. Собака Камори скончалась на 12-й день, но вместо того, чтобы похоронить ее, Кадзуки предложил им съесть ее. Камори плакала, но она тоже согласилась с ними. Однако одному из них пришлось зарезать его, и Кадзуки решил это сделать. Хотя мяса почти не было, все плакали от радости, что наконец-то смогли что-то съесть. С помощью этого единственного кусочка их жизнь была продлена, и они никогда не забудут этот вкус до конца своих дней. Наступил проклятый 13-й день, когда Кимари упала в обморок, съев ядовитый бутон цветка, и так и не проснулась. Пострадавшие девочки постоянно находятся в кататоническом состоянии, и все они уже начали терять надежду. Единственное, о чем Кадзуки мог думать на 14-й день, был ее брат, и Кадзуки пообещал, что она познакомит Амину с Юджи, если они когда-нибудь вернутся. Как раз в этот момент учитель наконец вернулся, радуясь, что смог найти дорогу назад. Однако все это означало лишь то, что он потерпел неудачу. Хирука скончалась, и пока учитель уносил ее прочь, у всех них мелькнула одна и та же мысль, но никто из них не осмелился высказать ее вслух. Осознав, какой мерзкой она стала, Амина упала в обморок. Наступил 15-й день, и с ним последовали еще 2 смерти. Но единственное, о чем могла думать Амина, это о том, что по крайней мере теперь нужно кормить на 1 рот меньше. Все они начали желать, чтобы остальные умерли. Но президент вернулся и сказал им, что учителю удалось поймать оленя, так что они должны насладиться стейком из оленины, чтобы остаться в живых. Бамине пришла сказать Кадзуки, что они наконец-то раздобыли немного мяса, но она решила отказаться, потому что в нем могут содержаться болезни, которые оборвут ее жизнь. Видя, что Кадзуки не собирается есть, она тоже отказалась от еды, так что кто-то схватил их. Но в ту же ночь Кадзуки разбудил Амане, чтобы показать ей, что президент и учитель направляются в лес, так что теперь у них наконец появился шанс улизнуть. Она сказала ей, что они скоро покинут это место и вернутся домой, но у нее нет времени на объяснение, поэтому она сказала ей поторопиться, пока ее еще кто-нибудь не заметил. Она сказала ей, что больше никого не может взять с собой, потому что на данный момент все они упыри. Когда они шли по лесу, Кадзуки сказал ей, что она ей все покажет,
и когда они подъехали, она сказала ей, чтобы она посмотрела. Амине увидела много дерева, потому что они были в лесу, но закричала, когда увидела студенческую форму. Так вот учительница поняла, что там кто-то прячется. Кадзуки сразу же потащил ее прочь, и когда она побежала, то поняла, что не все они ели оленей. Учитель продолжал приближаться к ним, как будто он только что вышел из атаки на Титана, но Кадзуки развернулась и ударила его по лицу своим рюкзаком, сбив его с ног. Без сознания. Амине подумала, не спит ли она. Но Кадзуки сказал ей, что будет лучше, если они перестанут думать о своих друзьях как о людях. Сакума предстала перед ее глазами, но она сказала ей, что ее дело безнадежно, потому что она уже была на их стороне. Так что Кадзуки начал убегать. Таков был мир, в котором они жили, и таковы правила этой жизни. Но Амина упала в обморок и начала плакать. Кадзуки пытался утешить ее, напомнив, что она обещала спасти ее от этого ужасного мира. Еще одна девочка кричала, чтобы они искали их, и они увидели, что все девочки объединились против них. Так что Кадзуки начал пытаться убежать, но их заметили. Амине споткнулась о ветку и больше не могла стоять на ногах, поэтому сказала Кадзуки, чтобы он шел дальше один. Тем не менее, она отдала ей рюкзак, который была у нее с собой, и оставила карту, чтобы показать путь к выходу из этого леса. Ламине было интересно, что она собирается делать, но Кадзуки пообещал, что однажды они снова встретятся. И оттолкнул ее, сказав, чтобы она не смотрела «возвращайся», что бы ни случилось. Амина начала убегать, и пока она бежала, она поняла, что Кадзуки не выживет, потому что она пожертвует собой ради такого труса, как Амина. Когда она обернулась, то увидела, как Кадзуки борется, но она также увидела ее улыбку, как будто она сказала ей не делать этого. Беспокоиться о том, что может произойти, но жить дальше. Не имея ни малейшего представления о том, сколько дней прошло, Амине продолжала пытаться выжить, но пообещала не есть сладости, лежащие в рюкзаке, на случай, если Кадзуки когда-нибудь догонит ее и все еще захочет их получить. Однако в один судьбоносный день ей показалось, что она увидела призрак Кадзуки вместе со всеми своими друзьями, и когда она попыталась связаться с ними, то упала на землю. Но услышала и увидела проезжающую мимо машину. Она наконец-то выбралась из леса, и когда увидела перед собой капустную грядку, то начала есть как можно больше и плакать от радости. Именно так ей удалось выжить в полном одиночестве. Когда она вернулась в школу, все начали издеваться и обвинять ее, думая, что это отвратительно жить нормальной жизнью после всего, что она натворила. Каждое утро она просыпалась и ее тошнило, и никакая терапия не помогала ей преодолеть чувство вины за то, что она была единственной, вот и выжил. Но как раз в этот момент появился идеальный мужчина, чтобы наказать ее за ее грехи, и она призналась, что это был Юджи. Она все это время молчала об этом как трус из-за того, что пожертвовала его сестрой, и она хотела бы стать его сестрой, чтобы загладить свою вину. Человека, которого она украла из его жизни. Юджи задался вопросом, не сблизилась ли она с ним только из-за чувства вины, а не из-за привязанности. Так вот, Амина сказала ему, что он был прав. Однако, по мере того, как шло время, и она продолжала жить для него, грех внутри нее начал разгораться молнией, и она начала по-настоящему влюбляться в него. Влюблена в него. Но она сказала ему, что это худший исход, потому что теперь она никогда не сможет быть наказана, отдав свою жизнь за него. Ему, потому что это все, о чем она мечтает. Именно поэтому она решила рассказать ему обо всем, что произошло, и попрощаться с ним. Она спросила его, сможет ли он использовать свою снайперскую винтовку, чтобы пробить ее тело пулей. Это был единственный способ простить ее, поэтому Юджи сказал ей, что он заберет ее жизнь своими руками, но потом ударил ее по голове. Он сказал ей, что девочка, которая не может выдержать удара по голове, слишком слаба, чтобы просить о таких вещах. И он сказал ей, чтобы она перестала извиняться. В конце концов, у него была только одна сестра, поэтому он сказал ей, чтобы она перестала вести себя как одна из них, и сказал ей подождать, пока он думал о том, что ему делать. Он понял, что независимо от причины, она влюбилась в него. Поэтому он велел ей встать и сказал, что все прояснит. Каждый человек живет с сожалением, и слова «забудь об этом» бесполезны перед лицом тех глубоких сожалений, которые она переживает. Он сказал ей, что она готова пожертвовать своей жизнью ради него, поэтому он сказал ей, что принимает это. И на всю оставшуюся жизнь ее наказание будет заключаться в том, чтобы жить ради него. Он сказал ей, что станет ее царем и богом, и что он хочет, чтобы она осталась с ним навсегда. И если она когда-нибудь исчезнет, он будет ненавидеть ее всю оставшуюся жизнь. Она прижалась к нему, выкрикивая его имя, но он сказал ей, что она выглядит чертовски уродливо, когда плачет. Черт возьми! Она умоляла его просто позволить ей поплакать на нем. Но он сказал ей, что она должна закончить в течение 3 минут, соглашайся или не соглашайся. С точки зрения Юджи, это был единственный способ спасти Аманы. Потому что если он сможет смириться с тем, что она знает о своем прошлом, то он надеется, что однажды она сможет простить себя, но до тех пор он будет продолжать наказывать ее. Когда она успокоилась, он спросил ее, действительно ли она верит в то, что Кадзуки умер. В конце концов, ее тело так и не было найдено. И если там будет 10 человек, то Кадзуки определенно сможет создать 11 тел, точно так же, как она сделала с той морковкой. Хотя эта идея может показаться притянутой за уши, определенно существует вероятность того, что она останется в живых. Она достала из рюкзака записку, которую оставил Кадзуки, где указано, где можно встретиться, если ситуация обострится и они разойдутся. Юдзи понял, что Кадзуки с самого начала планировал заставить Амину сбежать
в одиночку, поэтому Амина умоляла его отвезти ее в это место. На следующее утро Амина отправилась купить цветы для могил, и какой-то уродливый мужчина подошел к Юдзи и представился Сакашитой, утверждая, что он был большим поклонником Аманы, потому что она была знаменита. Этот мужчина сказал, что у него впереди много важных дел, и начал уходить. Когда Амана вернулась, Юджи рассказал, что только что познакомился с ее жуткой поклонницей, но они начали разъезжаться. Когда они подходили к сайту, Юджи спросил Амана, все ли с ней в порядке, но она сказала ему, что чувствует себя намного лучше с тех пор, как поговорила с ним об этом. В конце концов, они добрались до отмеченного камня, и Юджи откопал термос, и когда Амина открыла его, она увидела спрятанное внутри письмо и начала его читать. В нем говорилось: «Моей подруге Амине, если ты читаешь это, значит прошло уже несколько лет». В письме Кадзуки сообщил, что все умерли от болезней. Судя по всему, в мясе Хироки содержались болезни, которые убили их всех после того, как они его съели. Амина была единственной выжившей, потому что она никогда не ела своего друга. Так что Кадзуки думает, что таким образом Хирока спасает ее за то, что она уважает свое тело. Однако она знала, что Амана, вероятно, благодарит Кадзуки за то, что он рискнул ее жизнью. Поэтому в качестве просьбы о спасении ее жизни Кадзуки попросил ее помочь своему брату, если он когда-нибудь будет страдать. Она сказала ей, что Юджи бесполезный трус, который безнадежен, но он все еще ее брат, и единственное, о чем она сожалеет, покидая этот мир. Ее последним желанием было, чтобы она присматривала за ним, и она надеялась, что они встретятся снова, если она все еще жива, позвонив ей. Она лучшая подруга, которая у нее когда-либо будет, пока она жива. Она задавалась вопросом, означает ли это, что Кадзуки все еще может быть жив, но Юджи тоже не знал об этом. Однако он точно знал, что письмо было адресовано его сестрам. На мемориальном месте теперь была проложена тропинка, по которой они могли бы пойти, но Юджи сказал ей, что вряд ли кто-то мог знать, куда идти. Амана встала на колени и призналась, что никогда не справится с этим, поэтому вместо того, чтобы извиниться, она пообещала поблагодарить всех: отныне я буду одним из них. Но Юдзи заметил, что одного из них звали Сакашита. Когда они начали возвращаться домой, Амине позвонила одна из ее подруг вместе с Юдзи. Но они услышали жуткий мужской голос на линии, и он сказал, что он отец девочки президента, и сказал, что пришел наказать ее. Он заставил всех девочек отдать свои телефоны, но одна из них оставила Юджи на линии, чтобы он мог их услышать. После того, как он повесил трубку, Юджи заметил, что его телефон все еще включен, поэтому он поехал домой и попросил поддержки у JB и остальных сотрудников агентства. Амине было интересно, к какому типу наемных убийц относится Юджи. Вернувшись в школу, стрелок увидел, как полицейские крадутся вокруг, и начал пытаться сбить их с ног. Команда спецназа окружила все здание, и Юджи наконец прибыл вместе с Амине, но она была потрясена, увидев, с какими людьми на самом деле работал Юджи. Вспомнив о грязной работе, о которой говорил примерно так. Однако она была полна решимости спасти своих друзей. Поскольку в школе высокие стены, а поблизости нет высоких зданий, стрелять из снайперской винтовки будет чрезвычайно сложно. Но Юджи знал одно единственное место, куда он мог бы заманить его – вентиляционную систему в ванной комнате. Он сказал, что в 900 метрах отсюда есть маяк, но это будет их единственным вариантом. Она сказала ему, что у него будет только 10-сантиметровое поле зрения, но он сказал, что на самом деле оно составляет 15 сантиметров. Когда она услышала эти слова, Джейби понял, что он был легендарным человеком, который застрелил бандита с расстояния в километр 4 года назад. Это был не Сако. Однако единственный способ заманить его туда – это воспользоваться вторым писсуаром, но Юджин знал, что среди девушек есть морской пехотинец, так что он собирался использовать ее. Пока они все ждали, Мэки увидел мигающий огонек, исходящий от маяка, и понял, что это азбука Морзе для уничтожения нужного писсуара. Мэки сразу же начала притворяться, что ей нужно в туалет, но Мичиру попросила ее пойти с ней. Сайчи рассказала Юдзи о том, что только что произошло, и он поблагодарил ее, прицеливаясь с маяка. Войдя в ванную, она задумалась, как бы разбить писсуар, но мужчина ударил Маки ногой в Мичиру, и в итоге она упала на унитаз и разбила его головой. Как только он убедился, что она была уничтожена, мужчина сказал Амине, чтобы она поторопилась и уже заходила внутрь, поэтому, когда она собиралась войти внутрь, Юджи сказал ей принести как можно больше воды и заставить мужчину выпить. В конце концов, она вошла в комнату и попыталась дать мужчине немного воды, и после того, как он опустошил 4 бутылки. Он сказал ей, что его дочь была разорвана на куски, в то время как она все еще гуляет со своими друзьями. Он сказал ей, что единственный способ для нее раскаяться – это либо застрелить ее, либо расстрелять всех ее друзей. Она сказала ему, чтобы он поторопился и отпустил ее друзей на свободу. Но когда он подошел ближе, мужчина ударил ее по голове тыльной стороной пистолета и начал швырять ее вокруг. Мужчина поинтересовался, что она ела, и когда Юджи услышал ее крик, его телефон разрядился и выключился. Он спросил JB, как обстоят дела, но никто из них не имел ни малейшего представления, поэтому она спросила его, стоит ли им проникнуть внутрь. Но он сказал ей, что будет продолжать ждать. Этот мужчина потащил ее на чаепитие, но Юджи продолжал ждать. Этот подонок затолкал ее в кабинку и велел подождать. Он подошел к туалету. В этот момент мужчина упал от боли в задетом плече, но Амини убежал с пистолетом. Полицейские вошли в комнату, и все девочки были спасены, пока его тащили прочь. После того, как Юджи убрал свою снайперку, он заметил 10-сантиметровое поле зрения, с которого он стрелял, и спросил Соко,
не подобрался ли он к ней немного ближе. Он вернулся к Джей Би, который сказал им, что все они в безопасности. Директор школы поздравила его с проделанной тяжелой работой, но он сказал ей, что даже если эта школа необычная, это его школа. И он пошел повидаться со всеми девочками, которые обняли его. В тот же самый день гигантский полицейский корабль преследовал неопознанную яхту, но появился человек и сбил корабль вместе с вертолетом, который следовал за ним. Именно в этот момент Юджи перестал рассказывать Джей Би историю своей жизни и получил указание от военного командования завершить расследование. Миссия в соответствии со статьей 9. Они напоминают ему, что провал – это не вариант, и отказ от этой миссии будет приравниваться к государственной измене. Юджи ложится ничком, целясь прямо в свою цель. Он слышит музыкальную шкатулку, которая раньше играла для него в Осло, в словах, которые убедили его стать тем человеком, которым он является сегодня. Юджи точно определил цель в своем прицеле. Однако он начинает понимать, что это наихудший сценарий развития событий.